Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это случилось в тихом провинциальном городке, где жизнь текла размеренно, без происшествий. Там на окраине была старая заброшенная стройка, за которой простиралось небольшое поле, поросшее кустарником и мусором. Место, куда редко кто заглядывал. Разве что дети, играющие в прятки, или бездомные собаки, ищущие укрытие от непогоды. Среди этих собак был один пес, о котором знали все местные. Его звали просто Рыжий. Он появился пару месяцев назад, не лез к людям, не просил еды, но каждый день обходил одну и ту же территорию и особенно часто задерживался у густых зарослей, рядом со старой металлической трубой и кучей мусора. Женщина, подкармливавшая животных, заметила, что последние несколько дней пес ведет себя необычно. Он не просто сидел у кустов. Он никого туда не подпускал. Даже других собак он прогонял, лаял, прижимал уши и становился между кустами и приближающимся человеком. Особенно тревожно он вел себя по вечерам. Будто знал, что с наступлением ночи становится опаснее. Это ее встревожило настолько, что она позвонила волонтерам приюта. Сказала, что с собакой что-то не так. Может, ранен кто, или он сам болен. Когда на следующий день приехали двое добровольцев, пес их не укусил, не зарычал. Он сразу начал вилять хвостом, как будто узнал в людях тех, кто может помочь. Он метался от одного к другому, потом резко развернулся и побежал в сторону кустов. Один из мужчин пошел за ним, и пес буквально вставал на задние лапы, указывая мордой в самую гущу колючих веток. Сначала там не было видно ничего особенного. Просто мусор, рваные пакеты, бутылки, засохшие листья. Но потом взгляд одного из волонтеров упал на что-то неестественное. Маленький уголок ткани, выглядывающий из-под пакета. Он аккуратно откинул его, и сердце его жалось. Там среди мусора, почти полностью закрытой одеждой и тряпками, лежал младенец. Совсем крохотный, на вид не больше нескольких дней. Он был обмотан какой-то мужской футболкой и лежал прямо на холодной земле, почти без движения. Его кожа была бледной, а дыхание еле заметным. Пес сел рядом, не издавая ни звука, только смотрел на волонтеров. Его взгляд был полон тревоги и надежды. Один из мужчин тут же снял куртку и укутал ребенка, второй вызвал скорую. Все, что они могли делать эти несколько минут до приезда врачей, это согревать его и просить малыша держаться. Позже в больнице сказали, что ребенок был на грани переохлаждения и, скорее всего, лежал там больше суток. А если бы пес не охранял его и не привел людей, он бы не выжил. Как выяснилось позже, мать малыша была найдена. Она подбросила его в панике, испугавшись ответственности, и ушла. Но ребенок выжил, а пес стал местной легендой. Его история разлетелась по всей стране. Его забрали домой те самые волонтеры, которые нашли малыша. И теперь Рыжий каждый день спит у детской кроватки, будто все еще охраняет своего спасенного друга. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.